Было такое чувство, что я какая-то недоженщина, знаете, что я не могу родить, я хотела хотя бы выкормить. 3 года она прокормила ее грудью, индуцированно. В один прекрасный момент она ухватила меня за грудь. Может ли нерожавшая женщина вызвать лактацию, и не опасно ли это для самой женщины? Вот я считаю, что это все-таки опасно. Нет, абсолютно не опасно. К сожалению, эмбрион не прижился. Его подкинули под черный ход в Владивостокской больнице. Мама хотела спровоцировать преждевременные роды. Самое большое счастье – это когда есть дети, а все остальные трудности – это ерунда. История, которую я вам сегодня расскажу, действительно уникальная. За 5 лет съемок приемных семей я такого никогда не встречала. После 3 неудачных попыток ЭКО Дарье Игнатовой врачи утвердительно сказали, что больше своих детей она иметь не сможет. Недолго думая, Максим и Дарья Игнатовы забрали 2 детей из детского дома. И чтобы по-настоящему почувствовать себя матерью, Дарья решила выкормить своих приемных детей грудным молоком, принудительно вызвав лактацию. Почему это произошло и как появились приемные дети в семье Игнатовых, я расскажу дальше. Но есть одно небольшое уточнение. Этот видеоматериал я снимала летом, поэтому кадры будут солнечные и зеленые. Я хочу вас познакомить с замечательной женщиной, мамой 2 детей. И вот эта вот Дашенька, прекрасная Даша, выкормила грудью 2 приемных детей, не имея при этом... Одну? Иларию. Только Иларию? Мне казалось, что и Ефима тоже. А у Ефима проблемы были с привязанностью, он не взял. Не взял грудь. Не взял. Но ты тоже пробовала. Пробовала. Но тоже пробовала. Выкормила полностью малышку Иларию грудью, не имея кровных детей. Представляете, то есть как это называется? Индуцированная лактация. Ну, это такая система, там шнурочек такой, бутылочка на шнурочке вешается на шею, бутылочка находится на груди, и из нее идут 2 капилляра, которые специальным пластырем крепятся как бы к груди. Вот, то есть нужно умудриться приложить ребенка, во-первых, поглубже, правильно, но еще и с вот этой трубочкой, с этим капилляром. Вот. Ну и, соответственно, в первую ночь, конечно, для меня это все показалось каким-то кошмаром. Было желание все бросить, но я очень, скажем так, упертый человек. Это сколько нужно же терпения, да? Очень сложно было. То есть мы переходили с бутылки на вот эту систему. То есть она сначала недели 3 только училась вообще сосать грудь и вот с этой системой. Ей было, ну, представляете, то есть в где-то 1,5 месяца она весила 3 килограмма. Вот. И она с трудом потихонечку училась высасывать. Где-то только через 3 недели она научилась всю порцию смеси высасывать. Сначала это была смесь. Всю порцию смеси высасывать именно на груди из этой миделлы. То есть сначала я кормила чуть-чуть, бутылочка, потом чуть больше бутылочка. И вот она научилась. Потом у нас был этап, когда мы ночью, то есть мы потом и ночью перешли на эту систему. А ты с этой системой ходила, то есть постоянно с этими бутылочками? Нет, у меня был муж, который мне мыл, стерилизовал всю эту это же все, систему. это же нужно мыть, Без него стерилизовать. я бы не справилась, потому что, ну, кормить это труд большой. И плюс еще вот это все помыть, вот это все налить. То есть он разводил, наливал, мыл, поддерживал. То есть он не сказал, что там ты что, там, брось эту дурацкую затею. Да, не говорил, да? Нет, он меня очень поддержал в этом смысле. Хотя, может быть, со стороны казалось, что у меня там, ну, какая-то одержимость этой мыслью. Но, знаете, у меня действительно, когда пришел консультант, я, рассказала вот это. Она мне все как бы показала и уходила. Говорит, знаете, у меня прям вот желание такое, что я не выносила этих детей, но мне хочется себя... То есть у меня вот было такое чувство, что я какая-то недоженщина, знаете, что я не могу родить. И мне хотелось хотя бы кормить. И, кстати говоря, когда я молилась об Иларии, у меня уже было желание вот кормить.
И я просила Боженьку, чтобы я кормила ребенка. И вот я не знаю, то есть когда мы взяли Иларию, у меня даже мысли не было. Ну, то есть смесь и смесь. То есть она сама взяла грудь, и само так получилось, что все-таки получилось кормить. То есть это тоже прям огромное чудо для нас. Вот. И я приложила массу усилий, потому что я хотела хотя бы выкормить. То есть мне это придало сил и понимание, что я женщина. Вот. И у нас Мать, возникло да, именно материнские чувства благодаря вот этому грудному вскармливанию. И через Иларию я начала простраивать путь к сердцу Ефима. Ребят, ну вот я приехала к Игнатовым, прекрасным, Максиму и Даше. Очень рада, мы не виделись 4 года, наверное, точно. 4 года. Дети выросли, вон они, конфеты лопают. Маш, помашите ручкой. Где вы там? Вот они, красавчики, вот они, вот. Так что сейчас буду вам рассказывать историю, смотрите. Даша, Максим, насколько долгим был у вас путь вот к этим прекрасным голубоглазым, я так вижу, что оба голубоглазые, да? Да. Этим голубоглазым детям. Даш, сколько лет вы пытались забеременеть? И сколько лет не получалось? Ну, мы на самом деле просто, я, наверное, очень нетерпеливая, мы не так долго пробовали. Ага. То есть где-то, вот мы поженились, наверное, пару лет. Угу. У нас там были какие-то операции, потом ЭКО. Вот. ЭКО не получилось, и на последней попытке мы просто уже договорились, что параллельно с последней попыткой мы уже пошли в школу приемных родителей. Даша, сколько было попыток? 3 попытки. 3 попытки, да? Да. Угу. И после этого, Максим, что ты сказал Даше, когда уже понял, что не получается, что 3 попытки и... Скорее, это я сказала ему. Да? Даша, что ты сказала? Ну, просто я всю жизнь работаю с детьми. То есть я детский массажист-реабилитолог. И то есть даже когда мы ЭКО делали, я все время, получается, ходила на эти попытки ЭКО и параллельно работала. Ну, это такое, как сыпать соль на рану. Да, то есть да, ты да. приходишь, постоянно видишь деток. Детей, да? Ну да, и многие мамы, вот они выгорают эмоционально, им тяжело. И мне было, в душе, конечно, тяжело, так обидно. Я думала о том, что, а вообще самое большое счастье — это когда есть дети, а все остальные трудности — это ерунда. То есть тогда мне так казалось, да, что... казалось, что вообще, что может быть большим счастьем, да, что может быть лучше, чем иметь детей. И, соответственно, я просто мужу сказала, когда мы на последнюю попытку пошли, вот, что, наверное, давай так, что мы сейчас сделаем последнюю попытку и прям параллельно пойдем в школу приемных родителей, потому что я говорю, давай, даже если у нас ЭКО получится, то мы потом возьмем приемного ребенка все равно. То есть у меня было все равно желание взять ребенка потом. Максим, ты был готов к тому, чтобы взять ребенка? Да, то есть тогда спокойно говорил, что, Даш, если не получится, то возьмем. Вот хочу вам представить прекрасного папу Максима. Он доктор, хирург. Что за больница? В какой больнице работаете? Больница имени Демихова, город Москва. Город Москва. А оперируете... Отделение диабета стопы, осложнение диабета. Представляете? Вот. Ефим, а ты был уже у папы на работе? Заходил когда-нибудь? Нет, не был? Не видел, как он работает? Он не сразу, конечно, согласился. То есть он хотел так, чтобы мы перепробовали все. Вот, потому что у нас разговор про ЭКО был, мы думали, делать, не делать. Вот, тем более у нас последняя попытка такая очень сложная была. Она была с донорской яйцеклеткой, поэтому мы долго думали. И у нас даже был такой случай, что мы пошли один раз в храм. Так. Вот. Там шли молебны Семену Миртачевому. Я даже раньше не знала про такого святого. То есть
получается, на Афоне из его мощей произрастает виноградная лоза. И те пары, которые вкушают эти виноградинки, они по молитвам, там целое правило на 40 дней нужно выполнять, они исцеляются. И вот мы попали случайно на такой молебен. И я еще подумала, вот бы нам, ну вот там из монастыря присылают вот это целое правило, лозу. Да. Вот. И представляете, мне друг просто... Вот я Богу помолилась, говорю, Господи, помоги, чтобы я бы хотела бы... То есть просто подумала, вздохнула. И мне друг привозит эту лозу через какое-то время. Он вообще не знал, мы не обсуждали это. Я была в шоке. То есть я просто подумала, и он привез. Вот. И мы, соответственно, долго думали. Мы обязательно хотели выполнить это правило. Но у нас, кроме... попытки с донорской яйцеклеткой у нас, к сожалению, больше пути не было. С донорской яйцеклеткой священники обычно не благословляют. Вот. Но я была настолько одержима этой мыслью, что не знала, как поступить. И мы с мужем решили так, что мы все-таки будем пробовать, но правила мы выполним, и как Господь нам даст, каким путем, то есть мы, неважно, каким путем придет ребенок, просто мы молились. Но для себя решили, что мы все-таки попробуем. И в итоге, представляете, когда мне назначают день подсадки, я подумала, кому бы помолиться. И я открываю календарь православный, а там написано «День памяти Семена Мироточивого». У меня просто мурашки были. Это было что-то невероятное. Мы с мужем подумали, что, наверное, все получится. Но, к сожалению, эмбрион не прижился. Мы собрали документы, и, получается, в марте вот эти попытки все закончились у нас, а в августе, это достаточно быстро, потому что люди годами ищут, у нас уже был сын. Идем смотреть в теплицу. Что там у тебя покраснело? Болгарский перец. Да, правда, болгарский перец. И вот перцы. А ты ешь перцы? Я. Ты можешь горький перец есть? Да. Какой ты крепкий парень. Его вообще нашли на улице Острякова и дали ему фамилию в честь улицы. То есть что значит нашли на улице Острякова? Его подкинули, он подкидыш. Куда он был подкинут? Его подкинули под черный ход городской Приморской Владивостокской больницы детской. Вот. То есть, я не знаю, кто конкретно там, сама мама родила, подкинула или кто-то помог, но, в принципе, получается так, что смерти она ему не желала, раз к дверям больницы подкинула. Но, тем не менее, как психолог сказала, то, что он лежал один в сумке, всю ночь он пролежал, его нашли утром, потому что камер там не было. Вот, собственно, из-за этого она его под черный ход подкинула. Вот. И он испытал все-таки страх смерти, потому что для ребенка даже несколько минут без мамы в первые сутки это, они испытывают такие эмоции, как страх смерти. И, соответственно, его забрали. Он весил там что-то 2400, то есть такой был маловесный. У него он простыл, и у него была внутриутробная, видимо, какая-то инфекция, пневмония. То есть долго лечился. В общем, тяжело ему было. И, получается, мы когда его забрали в 3 месяца, мы его вынесли на улицу, он первый раз увидел улицу, у него был шок. Он крутил головой, как, знаете, китайский болванчик. Вынесли, маленький, крохотный. Дали нам на руки его. На нас он не смотрит. Сначала подумали, не видит, не слышит нас. Но потом поняли, что все нормально с ним. Что для вас значит семья? Ефим, ты можешь сказать? Это любовь, нежность. Когда все друг другу помогают. Так, я помню твои ресницы, подожди. Дай мне твои реснички. Ой, какие, ой, девочки, все влюблены будут в тебя. В принципе, первый месяц был медовый, было все прекрасно. Трудностей в плане ухода не было никаких, потому что у меня много племянников, у сестры 4 детей. Я всегда работала с грудничками, я акушерка по образованию, то есть мне, в принципе, сложно не было. Сложно было, наверное, где-то через месяц начались такие какие-то моральные проблемы, то есть в плане привязанности. То есть я себя не чувствовала прям мамой, я себя чувствовала ухаживающим просто лицом. Уже в 1 класс пойдешь? Да. О, ты готов?
Азбуку выучил? Угу. Читать умеешь уже? Молодец. Ну все, сейчас расскажешь. По голове читает. Сейчас ты мне расскажешь. Как конфеты? Ничего? Вкусные? Ему было комфортнее одному. И я сначала, так относилась к этому по незнанию, так спокойно, да. Потом я начала все больше вдумываться. И вот у нас случилось грудное вскармливание, потом вот Илария появилась. Я начала много изучать как раз психологию новорожденных, грудное вскармливание, стала консультантом по грудному вскармливанию. И, соответственно, я стала понимать, что у нас конкретные проблемы. Ефим, расскажи мне, пожалуйста, сколько тебе лет, дорогой? 7. 7 лет. Ты уже умеешь на таком большом велосипеде кататься? Да. Я умею даже на том. А он больше? Да. Насколько было сложно? Не Тебе было было сложно. сложно? Не было. Не было сложно. А ты как его Потому что восприняла? я была в основном. Всё Мне понятно. было сложно. Ну, как-то ночью-то я всегда встаю. Не, он вставал, смесь разводил, там, помогал. Ночью всегда. Поддерживал меня, когда я выгорала. Ну, то есть в основном все равно... То есть ты Мне была... кажется, что у меня больше проблем, да, было. Ух ты, какие лампы! Да? Максим, ну а вот чувство, что чужой ребенок Не было такого чувства. не было. Нет. То есть сразу вот ощущение, что твой ребенок. Да. Даша, а у тебя как? У меня не так было Не абсолютно. Нет, у меня сначала не было, я говорю, у меня было ощущение, что я ухаживающее лицо, потом вот постепенно я стала, когда я изучала психологию новорожденных, стала там пытаться к нему подкладываться. Сначала это уже было года в 2, наверное. Я стала к нему ложиться просто вот на диване рядом, потом я стала к нему ложиться в кровать, и он там лежал, а он с года хорошо. Ты хотела... Идите То есть ты хотела, чтобы появилась привязанность, да? Ну да, я прям эту привязанность и воспитывала. У нас наступил такой момент, когда он у меня наконец-то в объятиях заснул. Я прям прослезила. Он не мог, он меня елозил и говорил, все, мам, типа, свали отсюда. Вот так, да? Да, прям, то есть он не мог. Дети просят, мам, полежи со мной, возьми на ручки. Да. А ему было некомфортно, он весь елозил, говорил, типа, уходи. И вот какой-то момент наступил, когда я регулярно вот так ложилась долго, что он наконец-то расслабился, уснул, и с тех пор мы его переселили к себе. До 5 лет, вот с 2 до 5 он спал с нами. Но ты говорила, что не было вот этого материнского инстинкта. Когда он возник? То есть когда ты почувствовала, что появилась связь? И когда ты почувствовала, что ты мать? Когда появилась Лария. Только с Иларией Дарья по-настоящему поняла, что такое быть матерью. Потому что 3 года она прокормила ее грудью индуцированно. Что это такое, расскажу дальше. Как появилась Илария? Почему вы все-таки решили взять еще одного ребенка? Ну, мне очень всегда хотелось иметь дочку. Вот. И как-то так сложилось, что прям несколько людей мне говорили, помолись нечаянной радости. Так. Я прям не могла понять, почему такое. И когда мне сказал это уже 5-й человек, то я в этот день просто словами помолилась нечаянной радости. И в эту ночь, это было, не так далеко от крещения, мне приснилось, что мы находимся в Владивостоке и забираем малышку. Да, мурашки по коже. Она была темненькая, ей было где-то месяцев 5. И я еще сказала, вообще-то я хотела светленькую, чтобы она была маленькая. Ну ладно. Вот. И все. А где-то через неделю мне пишет главврач, что вот у них девочка есть маленькая. Вот. Обращайтесь в опеку. У нее такая история, что просто она отказная. Мама, она, видимо, не смогла там как-то материально ее обеспечить. У нее уже малыш там был постарше, где-то ровесник нашего Ефима. Вот, она не работала, не замужем была и решила отказаться. Хотела спросить, на кого вы хотите быть похожими? Я на папу. А почему ты на папу хочешь быть похожей? Просто. У папы у тебя хороший? Да. Потому что у папы длинные волосы. Потому У что... папы не длинные волосы. Ну, мама. Она родилась кило 900. То Вот. есть она недоношенная была, да? Нет, она была доношенная, но не зрелая, потому что мама пила какие-то БАДы, хотела спровоцировать преждевременные роды. Понятно.
Вот, поэтому так получилось, что она все-таки выжила, выстояла, родилась в срок, но не зрелая очень. То есть кило 900, у нее были все швы черепные открыты, ее выхаживали долго. Вот, то есть нам, получается, отдали ее где-то ближе к месяцу, где-то 3 недели, месяц ей было. А Ефиму на тот момент сколько было? Ефиму, у них, получается, разница 1 год и 8. Ему было небольшая. около ближе к 2, 1 год и 9. Поскольку, видимо, у нее не было такого отягощенного анамнеза, то есть она... Как только мы ее забрали, она все-таки первые дни находилась с матерью родной, да, и она была в тепле, не на холоде, не испытала такого дикого стресса, как Ефим. Она, как только я ее взяла, она тут же распустила, что такое, руки, и уже просто с них не слезала, она постоянно меня бдила. Вот. Спала она только у меня вот так вот сверху на груди, вот, столько со мной. Купалась со мной, и просто в один прекрасный момент она ухватила меня за грудь. Вот так это было? Да, сама. Так. Вот. То есть, если я с Ефимом пробовала, то с ней она сама, то есть, проявила инициативу. Проявила инициативу. И как ты на это отреагировала, Даш? Поскольку я акушерка по образованию, и у нас был очень хороший педагог по педиатрии, она нам рассказывала, что бывает такое даже, что... вообще раньше на Руси так было, что если ребенок рождался, а мама умирала в родах, то ребенка на грудь привязывала либо тетя, либо бабушка, и молоко, оно приходит на сосание. И, соответственно... Если ребенок сосет, то можно разогнать лактацию. Плюс еще какие-то дополнительные методы можно, использовать, чтобы разогнать лактацию. Но суть такая, что даже не рожавшая женщина может кормить грудью, и молоко приходит на сосание. Вот я пригласила консультанта по грудному вскармливанию, и, соответственно, нам помогли. Но специалистов таких мало очень. Скажи, пожалуйста, не опасно ли это для нерожавшей женщины, у которой неестественно лактация, появляется, а получается, ты все равно ее искусственно вызываешь? Что говорили врачи? Нет, абсолютно не опасно. Я бы даже больше сказала, вот есть у нас врач, мамолог, онколог. Помимо того, что хирург, он теперь еще мамолог, онколог. Как ты считаешь, как лактация влияет на женскую грудь? Да, Максим. Только положительно. Даже несмотря на то, что это неестественный способ, да? Как он неестественно, она все равно естественно приходит. Но она же на сосание приходит. Оно приходит на сосание. Просто организм женщины, он же должен быть подготовлен к тому, чтобы выдать молоко. Скажем так, он же приходит на 3-й день после того, во время беременности происходит лактогенез 1, когда грудь готовится. То есть развивается железистая ткань, подготавливаются протоки. Это все происходит во время беременности, да. А дальше уже после родов идет выброс, то есть гормональный коктейль выбрасывается и запускается лактация. В этом случае это происходит не так, то есть, но просто у меня было не так много, скажем, молока, но оно было, и оно было больше похоже на молозиво, чем на молоко. Но тем не менее, даже эти крохи, какие-то молока, то есть она была частично искусственник, частично на грудном. Но, во-первых, она получала это молоко, а молоко даже есть такие прям исследования доказаны, что оно достраивает ДНК ребенка. То есть, если приемный родитель кормит ребенка грудным молоком, то, по сути, получается, какие-то изменения вношу в ее ДНК, достраивается ДНК. Во-вторых, это все очень ценно для иммунитета и здоровья. Поэтому даже если молока не было в полном объеме, это было только в плюс как для меня, так и для нее, потому что кормление даже в такой ситуации неестественное, скажем так, то есть молоко пришло не после родов, а вот так на сосание. Это профилактика рака груди для меня, а для нее это иммунитет, и самое важное, нам помогло это сформировать привязанность. Может ли нерожавшая женщина вызвать лактацию
И не опасно ли это для самой женщины? Существует такая практика, и она сейчас широко распространяется, но почему-то о рисках мало кто говорит. Да. Вот я считаю, что это все-таки опасно. Почему? Потому что для того, чтобы женщину ввести в лактацию, у нее должен быть очень высокий уровень пролактина, гормона, Мгм. который отвечает за нашу лактацию. А для того, чтобы начать его продуцировать, ну, понятно, что есть стимуляции, там есть несколько видов, занимаются этим все-таки акушерки и по грудному вскармливанию специалисты и так далее. Но смотрите, это стимуляция соска, это обязательно прием препаратов. Препараты, кстати, применяются, есть, я могу даже назвать, если это удобно. Да, конечно. Домперидон есть такой препарат, он запрещен, между прочим, в США, потому что знают, что последствия не очень, повышает высокий уровень пролактина становится. Вот. А у нас он свободно в аптеках продается. Так вот, для того, чтобы вызвать лактацию, нужно его начать принимать за 6 месяцев до лактации, да, и прекратить за 6 недель до того, как начать кормить. И то все это под контролем. Елена Викторовна, это гормональный препарат? Это гормональный препарат, да. И то под контролем врача. Но прежде чем его назначить, нужно знать состояние щитовидной железы, которая отвечает за все наши обменные процессы. Так. Нужно знать обязательно коагулограмму, потому что чтобы не было никаких осложнений и чтобы сосудистая сеть работала нормально. Нужно знать биохимию, как работает печень, как работают почки. То есть это серьезная вещь. И я всегда говорю, если женщина берет на себя ответственность воспитывать ребенка, она должна понимать, что теперь она не только себе принадлежит, и она должна подумать о том, сколько, как ей жить, в каком качестве ей жить, это важно, чтобы она была все-таки здоровой мамой. Любая женщина, ну там, скажем, от 20, ну будем грубо говорить, там от 20, там, от 18 лет до 50, правильно? Ну там примерно. И в 40 приходит. Ну да, там климакс приходит и в 40, да, ну примерно, я так говорю. В среднем, давайте там до 45, до климакса женщина может кормить грудью. Да, даже если она у не нее рожает. нету каких-то, да, если только нету никаких-то системных заболеваний, Мгм. которые являются там сейчас противопоказаний в том плане, что острая фаза, сильная анемия, какие-то эндокринные нарушения такие, что Мгм. просто там пиши пропало, да. Если все это решено у нее на данный момент, никаких противопоказаний нету, все, тогда она просто вызывает специалиста, да, консультанта по грудному вскармливанию, Да. и начинает пробовать и кормить ребенка грудью. Я как консультант по грудному вскармливанию, прежде всего, а потом медик, моя задача, чтобы не пришло молоко, это вторичная проблема, которую вообще, ну, честно говоря, легко решить. А моя проблема, самая сложная, чтобы ребенок взял грудь. И вот когда мы решаем первую основную задачу, и ребенок начинает прикладываться к груди, сосать грудь, тогда лактация у нас запускается, ну, может быть, не сильно легко и без усилий, но тем не менее она запускается. Самая основная вот эта история связана с тем, что мы как бы должны сделать так, чтобы ребенок научился сосать грудь. Потому что ребенок, который провел в детском доме, там, не знаю, там, месяц, 2, да, там, или какое-то время, это ребенок, который привык к бутылке. Даша, сколько ты прокормила по времени? До 3 лет. До 3 лет кормила? Грудью кормила? Да. Ну, дай мама даст. Ну, с этой системой у нас как бы до года у меня было молоко, потом там его было Даша. не так много, но у меня был же вот этот инсульт. Да. Вот. И... А это не было это не связанные Нет, вещи? это абсолютно не связано было. У меня было нервное перенапряжение, я пила еще эти оральные контрацептивы,
Вот, там были вот гинекологические проблемы, то есть гормоны, они сгущают кровь, и вот из-за этого больше. Плюс еще там была мануальная терапия, ну, как бы нервы, вот это все. То, что с Ефимом очень сложно было, на меня это сильно влияло. И, ну, в итоге инсульт был, ну, как никто толком не сказал прям конкретную одну причину, сказали, как мультифакторный такой процесс. Вот все вместе сложилось, навалилось, и вот так произошло, потому что у меня вот такая кипа обследований, и никто толком не может сказать. Это было... Сколько детям было, получается? Это было уже почти... Ну, вот когда пандемия началась, почти 3 года, да? 3 года назад, да. Ну, а так, речь, все нормально восстановилось? А не было ничего. Ничего такого не было. Головокружение, рвота, все. Никаких перекосов, да. ничего не было вообще. Отвалились. Ларь, прикрой. Все, дети в полном ауте. Так, быстренько встали. Давайте. Давай, на 1 секунду. А тетя Галя может... И уйдем в... Как вы думали, кино снимают? Целый день вот так вот умирают на Кто-то съезд. хотел в Ералаш сниматься. Да, кто хотел... Ой, в Яралаше там надо просто целый день перед камерой стоять. Что интересного? Восечная Анфиска из своей авоськи сумела. Ребят, как оценить свои силы и понять, что ты можешь взять ребенка? И можно ли вообще как-то рассчитать свой ресурс? Вот такой вопрос сложный. Сложный вопрос, тут рассчитать невозможно. Просто надо верить и надеяться в себя, в свои силы, возможности. Ну, обязательно использовать, наверное, поддержку родственников, если есть такая возможность. То есть, Ларюшечка, делегировать какие-то дела, молиться обязательно, обращаться также, может быть, я говорю всем, что, возможно, заранее подготовиться, хотя бы как-то проработать свои детские травмы у психолога. Вот это бы я, наверное, посоветовала. Вот. Ребят, ну вы сами за время своего родительства изменились? Вот вы вспомните себя там 7 лет назад, какими вы были и какими вы стали. Вы другие сейчас? Ну, я думаю, да. Да. Изменились, Я думаю, да? Потому что, ну, много осознаний, много каких-то жизненных событий. То есть, несмотря на все трудности, мы, слава богу, вместе. Вот. Потому что, ну, дети — это часто проверка брака на прочность. Плюс мой инсульт, да, это тоже такое испытание, когда мужу на плечи очень много легло обязанностей и страхов и проблем. Вот. Поэтому, конечно, любые сложности, они закаляют. Вот. Я думаю, что, конечно, мы другие стали, более мудрые, более взрослые. Играйте вместе. Разные. Друзья, если вам понравилась история приемной семьи Дарьи и Максима Игнатовых, ставьте свои лайки, пишите комментарии и вообще, как вы относитесь к тому, что приемный родитель может выкормить грудью своего ребенка. И подписывайтесь на мой канал. Каждую неделю я буду рассказывать новые истории.